Слава Украине, принцип от Полонского. Друзья мои, есть очень интересная информация от агентства Reuters, которая говорит о том, что Трамп и Рубио снова сказали неправду. Слово «соврал» не буду употреблять, да? Сказали неправду. Итак, что они говорят? Что Рейтерсу стал доступен вариант мирного соглашения, который якобы предложил Трамп Украине и Евросоюзу. И там, конечно же, есть признание, юридическое признание Соединенными Штатами Крыма российским. Кстати, там даже непонятно, юридически должен признать только Соединенные Штаты Крым российским, либо же это требуется и от Украины. Я, например, не понял из слов Reuters. Вот, то есть вот такая вот картина нехорошая складывается для Трампа. Ну и я вам вкратце расскажу, о чем там еще идет речь. Значит, речь идет о том, что Штаты, как минимум Штаты, признают Крым де юре российским. Это просто, это сказать, что это наглость, это ничего не сказать. А также де-факто владение Россией Луганской областью, а также частями Донецкой, Херсонской, Запорожской областей. Это просто фактическое владение признается. Вот такие вот пироги. Что нам? Значит, Кинбурнская коса, это там 0,8% Николаевской области. Они возвращают Кинбурнскую косу, это мелкая часть Николаевской области, которая на сегодняшний день оккупирована рашистами. Они возвращают нам контроль за Каховской ГЭС. Ну, Каховской же ГЭС, как бы сказать честно и откровенно, не существует. То есть, ладно, хотя бы это, я не знаю. И что имеется в виду под Каховской ГЭС? Это только сама разбитая станция или там территория вокруг нее, которая прилегла до ГЭС, тоже непонятно. Они возвращают нам якобы Запорожскую атомную электростанцию, тоже не совсем понятно в каких границах, потому что там и Энергодар, без Энергодара это все не имеет смысла. Вот, тоже непонятно, но как бы управление будет осуществлять Соединенные Штаты Америки. Ага, сейчас. Ну вот так вот, это то, что они предлагают. То, что нам вернется. Дальше Украина получит экономическое восстановление. Интересно, вот тут самый вопрос. Окей, полное экономическое восстановление. А за чей счет? Тоже хороший вопрос, правильно? Вот, то есть такое всеобщее, знаете. Украина получит восстановление и гарантии безопасности. Да, но при этом Украина отказывается от членства в НАТО, но получает гарантии безопасности от европейских стран и других стран, которые захотят в этом поучаствовать. Ну, что такое гарантии безопасности, мы уже очень хорошо с вами знаем. Мы получили вот гарантии безопасности, например, абсолютно замечательному Будапештскому меморандуму, да, по которому мы отдали ядерное оружие, получили просто 100 тонн гарантий безопасности, которые где сейчас? Куда Трамп слил эти гарантии безопасности? Правильно, в задницу. В задницу все, как говорится, гарантии безопасности. Вот. А что получает Россия? Россия фактически получает контроль над Крымом, юридически со стороны США, над Луганской областью полностью, из Харьковской области они уходят, да, вот это вот единственное, что да. Ну, в Харьковской области не так много и принадлежит на сегодняшний день. Значит, они там хапнули в районе Вовчанска, не знаю, там что-то около 100 квадратных километров. И в сторону Купянска, вот со стороны Сватова, там тоже есть небольшая часть Харьковской области, которую они оккупировали. Значит, это будет деоккупировано от рашистов по замыслу Трампа. Вот, собственно, и все. Да, а рашисты получают снятие санкций. Да, то есть вот эти санкции, которые вводились после 2014 года, с них должны быть сняты. Как замечательно, они ничего не возвращают, они больше захватили, и, значит, санкции с них снимают. То есть всем диктаторам, всем бандитам, всем мировым террористам говорят: так, вы сильнее соседей, да, ну вот вы больше, да, предположим, соседей, да, ну нападайте на них, захватывайте, устраивайте там геноцид, как Россия в Херсоне устроила, или там в Изюме, да, устраивайте там резню, а потом вам снимут санкции, потому что придет такой вот красавец, как Трамп, и скажет: ну, все хорошо, все нормально, да, вот, и, значит, снимут санкции и разрешат это еще дело юридически все оформить. То есть, ну, это просто называется Тайваню прищуриться просто немедленно, потому что, ну, Китай сразу завтра скажет: ну, ребята, ну, вы просто мне дали команду ФАС, вперед, ура, да. Вот, прямо на Тайвань. И другим мировым диктаторам, если там кто-то захочет, ну, например, вот я сейчас фантазирую, это фантазии, но вот, например,
Южноафриканская республика скажет: а я хочу Лесото или Свазиленд. Ну, в нормальных условиях она это не скажет, потому что она этого никогда в жизни и не сделает. Ну, блин, а кто теперь ему что скажет, что так делать нельзя? Они скажут: так посмотрите, вон Россия, пожалуйста, отхапала кусок Украины, с нее санкции сняли, в попу поцеловали. Да, и Трамп еще и задницей перед ними вертит. Ну, вообще красота, ну, ребята, вы что? Все диктаторы вперед захватывают, значит, своих соседей. Вот, собственно говоря, то, к чему на сегодняшний день мы пришли с вот таким вот идиотским совершенно решением этого вопроса. И будут вынуждать Украину это дело принять каким-то образом. Понятно, что юридически мы не будем ничего подписывать, все остальное посмотрим, как оно будет, не хочу каркать, вот, но ситуация, конечно, неприятная в высшей степени. Вот, то есть мы видим, если это правда, но опять-таки, а чего Рейтерсу глупить и, знаете, говорить неправду? Я вот почему-то им склонен в этой ситуации верить, что где-то так оно все и есть. Вот, и ситуация действительно такова. Поэтому, ну это выглядит дурно, конечно. Что-то говорит, мне скажут, ну война прекратится. Да, война, конечно, прекратится. Я за то, чтобы война прекратилась. Но, опять-таки, огромные претензии к Трампу и его гоп-компании. Дело в том, что вместо того, чтобы обложить Россию сумасшедшими санкциями, вместо того, чтобы к ногтю ее дать Украине море оружия, чтобы мы просто смели этих вот уродов, да, что они делают? Они, значит, крутят руки Украине, они обвиняют Украину. А сейчас попробуем мы отказаться, нас же обвинят во всем, вы же прекрасно понимаете. Обвинят, скажут, это да, Путин won't make deal, Зеленский doesn't want make deal, deal, кругом deal, да. Вот, крокодил, блин. Вот, и, значит, обвинят во всем, понимаете, какая штука. Вот, вместо того, чтобы наехать на Путина и а там уже нечего наезжать, у него армия рассыпается без штанов, бесштанная, с голой сракой, извините меня, там носятся они, сейчас на самокатах в атаку ходят. Вместо того, чтобы додавить эту гадину, он, значит, наезжает на Украину фактически, вынуждая Украину принимать вот такие вот паршивые условия. Ну, как говорится, ребята, еще один гвоздь в могилу Будапештского меморандума. Напомню, что случилось по Будапештскому меморандуму. По Будапештскому меморандуму мы отказались от ядерного оружия. У меня все.